Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, когда в начале года, даже не в начале, а может в конце того года я снимала предсказания про весь мир, а потом отдельно про каждую страну, я говорила, что я буду время от времени дополнять, потому что тот поток информации, который приходит, просто невозможно этот поток полностью передать и рассказать. В любом случае, через некоторое время нужно еще что-то приходит на ум. И, естественно, я говорю. Но в тот момент, когда я делала предсказания, понимаете как, приходит такой постоянный поток, нескончаемый поток информации. И ты эту информацию выдаешь и говоришь, потом понимаешь, о чем была речь, почему такое видение пришло, к чему это было и прочее. На тот момент я и не помнила насчет того, что в этом году происходит очень значимое событие, которое на 24 года останется с нами. И в первых предсказаниях, мне даже сегодня напомнили, сказали, примерно 51-й минуте, что ли, я сказала про мир мертвых, что мир мертвых приблизится к миру живых, что многие испытают околосмертное состояние, будут сны, связанные с мертвым миром, и постоянное ощущение того, что вот как порталы открылись, словно мы в таком междумирии находимся, в мире мертвых, что мир мертвых очень активизируется. Я это сказала, естественно, вместе со всеми предсказаниями, а потом, когда это событие случилось, я, астрологию очень уважаю как науку. Я считаю, что это не совсем магия, это больше похоже на математический расчет. Знаете, четкий математический расчет. Но есть астрологи так себе, а есть действительно астрологи, которые настолько четко могут предвидеть определенные события, что удивляешься. Но таких людей очень мало, и очень редко они встречаются за нашу историю, как обычно. Так и бывает. Вот. И поэтому к астрологии, когда я предсказываю, я редко обращаюсь. Вообще я стараюсь меньше вообще узнавать какой-либо информации вокруг, для того, чтобы мое предсказание было четким, ясным и не мешало мне ничего лишней информации. Так вот, оказывается, почему мне пришло это видение мира мертвых, что мир мертвых станет усиливать свое влияние на мир живых. 20 ноября, меня тут отвлекли. Итак, 20 ноября 2024 года, он изначально с 23-го постепенно входит в Водолей, но потом откидывается в знак Козерога, потом опять в знак Скорпиона. Но, 20 января Плутон начинает свое восхождение в знак Водолея. В эпоху Водолея были рождены, имеется в виду формированные окончательно определенные народы, страны. Водолеем является Россия, Армения между рыбами. Одна часть формировалась во времена рыб, эпоху рыб, другая часть во времена Водолея. То есть вот так вот противоречиво. Поэтому оно и как и первое христианское, в то же самое время носитель языческой культуры. Это интересно, я потом вам расскажу как-нибудь.
турки формировались под знаком Скорпиона. Они жалят и себя, и других. Они между собой не очень дружны, но когда нужно, объединяются, жалят других. Сейчас речь о России, поэтому, в принципе, на примере России будем говорить, потому что это более интересно, чем свершения у других стран. 20 февраля Плутон, то есть Аид, вступает в свое царство и будет в этом царстве сидеть 24 года. Значит, окончательно, по некоторым версиям, начнется уход 44 года, в 2044 году. По другой версии до 46-го, 7-го продержится еще влияние. То есть представьте, на сколько лет он останется, осядет над созвездием Водолея. Плутон был открыт в 1930 году как планета, но потом в 2006 году был лишен статуса планеты, и его назвали карликовая, значит, планета, которая просто сопровождает другие планеты. Плутония, по-моему, ее назвали, или как-то так. Но от этого влияние бога Аида не теряет свою силу. Почему назван он Плутон? Это из латинского слова «плуто» – «богатый». Аид – хранитель подземных богатств, царств. Его еще называют один из самых гостеприимных богов, потому что он не отказывает в гостеприимстве никого. Он принимает всех. Подземный мир, подземное царство, царство мертвых, так называется, тоже делился на несколько категорий. Было царство забвений. Это те, которые при жизни вели не очень достойный образ жизни. Их наказывали забвением, то есть их имена должны были стереть с истории человечества. Тартар – это где-то как-то что-то в виде ада, темные дебри, куда отправлялись души очень преступных и недостойных людей. И была другая часть, она более была светлая, интересная, спокойная, там был покой. Там что-то, нечто похожее на копию нашего мира. Это был рай в греческой и римской мифологии. Так вот, чем грозит начало царства Аида? Хочу вам сказать, что это планета хладнокровная, планета-хирург называется. Она отсекает все то, что не жизнеспособно. То есть проявлять слабость нельзя ни народам, ни людям. Любой, кто себя покажет слабым, недееспособным человеком, не способным бороться за себя, любой народ, который будет не способен бороться за свои земли, он будет лишен всего того, что приобрел за тысячелетия. Это время культурных и духовных революций. Один раз Плутон уже завоевывал созвездие Водолея. Это было начало XVIII века. И у нас очень славный был век. Это реформы, это пересматривание права, это разделение на губернии, это строительство новых городов, это победы над Турцией, это победы над Европой, европейскими странами и в политической, и в экономической, скажем, арене. Так что Плутон несет с собой разрушение и возрождение. Он будет убирать то, что не жизнеспособно, как, собственно, бог смерти. Его функция – это забрать к себе то, что уже жить не способно, не может и не хочет, и не борется за себя.
Это масштабные, очень большие перемены, очень резкие, очень много. Вы не будете успевать за этим всем следить. Если помните, уже было сказано про Европу, что начнется грызня между ними. Вот она началась. Пришел новый лидер, который совсем по-другому хочет раскроить и перекроить мир. И он отчасти это сможет сделать. Это союз больших, великих держав. Это переосмысление и возрождение забытых культур. Это начало очень мощной волны язычества. Начнем с этого. Вот смотрите, Водолей. Эра рыб закончилась. Эра рыб – это в основном религиозная доктрина. Это доктрина домостроя, это доктрина старины, скажем, по старым уставам. Начинается новый. Водолей – это вольный знак, знак сильный, в то же самое время гибкий. Он умеет подстраиваться под разные обстоятельства жизни и мироздания. И вот то, что не может, не жизнеспособно, не оправдало себя за 2000 лет, предположим, оно будет отсекаться и уходить, отсекаться и уходить. Это начало светских государств в тех религиозных арабских странах, в которых мы привыкли видеть совершенно иные, там очень жестокие законы и каноны. Значит, это начало светского преобразования, больше свободы, больше вольности постепенно. То есть вот это вот домострой, вот эта старина начинает, вот эта ветхость, она начинает уходить в небытие во всех отношениях. Но поскольку Плутон, то есть Аид, бог смерти, и поскольку в его царстве обитают люди, то есть великие души, и эти великие души привнесли свои знания, свой опыт туда, в его царстве, то он раскроет этот многовековой опыт, эти древние знания и отправит нас на землю еще раз для второй жизни. Это значит, что мы начнем возрождать древние культы, древнюю моду, как бы это ни звучало. Опять войдут в моду туникообразные, значит, платья, поэзия, которая уже давно как бы считается такой слабым звеном. Войдут в моду театры, начнут строить такие театры любительские, именно театры, даже в маленьких городках. Начинает отсечение вот того, что наскучило. Как бы это парадоксально ни звучало, но наш век уже устал от интернета. То есть он хочет что-то, нечто живое. Живое общение стало более притягательным, модным. Может, знаете, такое, доигрались дети и уже устали. Им хочется что-то новое, свежее, настоящее. Очень большие перемены, возрождение национального самосознания. И если вы хотите, чтобы что-то не исчезло из вашей жизни, вы должны это что-то любить и за это бороться. Но, к большому сожалению, уйдут также люди, которые в вечной депрессии и постоянно у них нежелание жить. Люди, которые свою жизнь тратят в никуда. В ближайшие годы их тоже заберет Плутон, потому что они тоже вымирающая ветка. Их будут отсекать для того, чтобы на их место рождались новые. Это планета очень больших свершений, очень больших побед, очень больших подъемов и отсечения ветхого старого, которые, не приносят с собой ничего нужного. То есть вот эти все старые законы, которые не работают, они будут
переделаны, изменены, а некоторые из них будут убраны вовсе. Одним словом, вымирание и возрождение. Возрождение, неправильно сказала. Преобразование, таинственность, язычество, магия, обращение к предкам, тяга к чему-то древнему, к своим корням, строительство новых, может быть, городков, селений, переселение в давно забытые маленькие деревни, которые считались уже вымершими, по новой начнут возрождаться. Они опять начинают жить. И уход в историю навсегда очень многих аспектов человечества, которые считались очень важными, нужными, они будут отсекаться и уходить. Аид вступает в свое царство. Бог вымирания и возрождения. Тот, который знает очень много тайн. Богатый Бог, значит, век будет богатый и поможет многим стать богатыми. Благодаря своим знаниям, потому что Аид любит знающих людей. У него очень много различных связанных мифов, загадок, легенд, в которых он отгадывает загадки, в которых он задает вопросы. Если правильно отвечает, то он их выпускает из царства мертвых или позволяет видеться с любимыми и так далее. То есть он любит знающих людей, интеллектуальных людей. Остальные для них вымирающее нечто, которое им будет отсекать за ненужностью, ненадобностью. Вот, собственно, и все. Если будет что добавить, конечно, скажу. Но поскольку начинается некий переход, и очень важный, я решила вам это сказать. Не просто так вам эти дни снились ваши ушедшие родственники, не просто так вам казалось, что вы в каких-то таинственных мирах. Мне, например, сегодня снился такой замечательный сон, но мои сны — это так, путешествие в этих мирах, что я не хотела проснуться. Был такой мир на душе, я хотела там остаться навсегда. И вот не описать словами. Наш дом, детство, все ушедшие, которые были у нас, бабушки, дедушки, соседи. Но самое интересное, они сидели за одним столом, а мы все живые за другим столом. Но мы перешучивались, разговаривали о чем-то. Я понимала, что их нет уже. Я удивлялась, как они сюда пришли. Они пришли с нами пировать. То есть вот этот переход, он не просто так был. Мне было настолько хорошо, уютно, ведь там все, кто меня любил в детстве и вообще все близкие, родные люди. И я думала, как же мне тут хорошо, и не хочу возвращаться. И когда я проснулась, у меня было отвратительное чувство опять в эту рутину, опять сюда кинули меня, опять работать, опять все такое, а там так было хорошо. Вот. Так что мир мертвых будет все чаще и чаще вам открываться, бояться нечего, потому что он активен. Особенно активен будет в ближайшие 3 года, потом постепенно немножко ослабнет, потом снова будет активизироваться. Но сейчас он окончательно утверждается в Водолее на 24-25 лет. Вот примерно. Почему так примерно? Потому что иногда бывает, что планеты задерживаются дольше. Всем удачи, мудрости, и, может быть, эти советы вам помогут добиться многого в эту эру Плутона. Но я все-таки думаю, что за мою жизнь он там будет. Не знаю, 24 года, да? Почти, 20 лет возьмем. Дальше он может ослабнуть. Нет, всегда беру чуть больше. 20 лет, вот. Это что, 64 года мне должно быть тогда. Сомневаюсь, что доживу до этого возраста, но на всякий случай поставлю себе план. Всем удачи!